Aviasales – сервис по покупке самых дешевых авиабилетов. Венеция. Пенсионеры целые дни проводят за игрой в бридж. Общаются, знакомятся и даже заводят романтические отношения. Париж. Здесь пенсионеры ходят в ночные клубы, танцуют под хиты своей молодости, пьют коктейли и тоже заводят романтические отношения. А вот в этом центре вроде все то же самое. Игры в карты, знакомства, общение. Вот только женщин практически нет. Вы спросите, а где же они все? Не переживайте, они тоже придут, но только вечером, когда закончат с готовкой, уборкой и стиркой. Добро пожаловать в Валенсию. Это жизнь других. Наконец-то я добралась до Валенсии. Это прекрасный город, где вкусная еда, замечательная архитектура, золотые пески и теплое море. Вам кажется, что я уже все о нем сейчас и рассказала. Когда кажется, мы знаем, что надо делать, потому что мне еще вам рассказывать и рассказывать, 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 рассказывать и рассказывать. Валенсия – город на юге Испании. Он третий в стране по величине и является столицей одноименного региона. Здесь есть свой собственный язык, свои традиции и даже свои игры. И если бы я родилась валенсийкой, то, возможно, была бы Соней. Тогда я бы занималась воспитанием 2 дочек, а муж занимался бы домашним хозяйством. А еще я могла бы быть Мигелем. Тогда у меня была бы любимая работа. Я бы каждый день ухаживала за лемурами и другими африканскими животными. Вот, правда, они бы меня не очень любили. Или я могла бы держать небольшое кафе, как Альваро. А значит, я бы строила такой график работы, какой мне нравится. То есть с перерывами на второй завтрак, обед, сиесту, и так по мелочи. Вообще, об особенностях местных графиков я бы хотела рассказать поподробнее. Ведь все мы не раз слышали про знаменитую сиесту. Но знаете ли вы, как вообще проходит день валенсийца? И с чего начинается? А я теперь знаю. Каждое утро валенсийца начинается одинаково. Душ, радость, подтянулись и все в бар пить кофе. Вот это красота! Обычно график у нас примерно такой. В 7 утра подъем, это плюс-минус у кого как. Потом первый завтрак в ближайшем кафе. Это чашечка кофе и легкий перекус. К 8 мы приходим на работу, но где-то с 9 уже начинается второй завтрак и длится полчаса-час. Как правило, это небольшой сэндвич. С 1-2 уже начинается обед, который плавно перетекает в сиесту. На все про все уходит не меньше 2 часов. Около 4 народ возвращается к работе, но к 5 часам вечера будет еще один маленький перекус. В 7 вечера у большинства народа рабочий день уже заканчивается, и к 9 начинается ужин. Звучит как идеально выполненная рекомендация гастроэнтеролога, не правда ли? Но у меня другой вопрос. А когда же здесь работают? Работают в перерывах между едой. Кстати, с принятием пищи у нас еще любят выпить бокальчик вина. 1-2 можно уже и во время второго завтрака выпить, но не больше. Больше только за ужином. Так работают не все поголовно.
Те, кто трудится в офисах, а тем более на иностранные компании, ходят на работу по привычному для нас графику. Но остальные все равно соблюдают традиции. И мне интересно, как между всеми этими перекусами народ успевает не только работать, но и, скажем, ребенка в детский сад отвезти. Государственные детские сады начинают работу с 9 утра. Частные же могут начинать и с 7. Но дополнительные часы и стоят дополнительно. Есть у нас еще получастные сады. Там тоже график везде разный. Я пришла именно в получастный сад. Здесь половину стоимости оплачивает государство, а вторую платят родители. Это 250 евро в месяц. Сам садик при этом очень уютный и чистый, с огромным количеством разных активностей. Но главное детское развлечение здесь – бассейн. Оно и неудивительно с таким-то климатом. Здесь на площадке в детском саду у детей есть огород, где они выращивают овощи, а потом их готовят сами. Представляете, бассейн, где они могут плескаться хоть целый день. Кроме детских бассейнов на территории сада, раз в неделю мы возим детей в полноценный большой бассейн, где они учатся плавать. Так делают многие детсады Валенсии, ведь это важно для безопасности самих детей. Причем плавать здесь учат практически с того возраста, с которого детей отдают в детсад. А это всего 4 месяца. Неудивительно, что местные малыши любят воду не меньше, чем рыбы. Пошли в бассейн! Быстро! Что, не хочешь? Не хочешь? Смотри, я ее туда, а она обратно. А я тебе говорю, давай туда. Молодец! Так, по-моему, работы сегодня отменять. Так, ты посмотри на нее. Ты посмотри на... Ай, тебя? Ну, давай. Ой, пошли. Еха! Ой, дети. Что ты хочешь? Я не могу воздеть. Так, ну давай. Ой, Господи. В чем дело? Заберите меня отсюда, я не хочу. Тетя, прыгай в бассейн! Я устала. Что-то... Так, девочка, учиться надо. Хватит сидеть в бассейне, все. Пошли на огород, помидоры собирать, пошли. Фух. А в школу после детского сада в Испании можно отдавать ребенка уже с 3 лет. И если в детском саду, как правило, все дети находятся вместе, то школы здесь есть раздельные. Только для мальчиков и только для девочек. А если вам кажется, что это пережитки прошлого, то я вас уверяю, это только так кажется. Раздельные школы – это, наоборот, современный подход к образованию. Ведь мальчики и девочки развиваются по-разному, это факт. А еще у них разные интересы. Так почему бы не поделить их и не разработать индивидуальные программы? Это ведь идет только на пользу. Ни девочкам, ни мальчикам ведь никто не запрещает общаться друг с другом. Они прекрасно делают это вне школ. А значит, и нет в этом никакой социальной проблемы. Скажи мне, ты с какого класса в этой школе учишься? С самого первого, то есть с 3 лет. То есть ты не знаешь, как это учиться в школе, где учатся и мальчики, и девочки. То есть вот как это учиться с одними девчонками? Вообще-то мне очень нравится. Но, с другой стороны, мне и сравнить не с чем. Ну, а ты скажи мне, почему тебя отдали родители в эту школу, ты знаешь? Во-первых, они сами в такой учились. А во-вторых, здесь хороший уровень образования. Наша женская школа по уровню образования входит в топ-10 Валенсии. Все благодаря индивидуальному подходу, о котором я уже рассказывала. То есть, хорошо, а как ты вот с мальчиками знакомилась? То есть вот ты в школе, тебе надо куда-то было ходить, чтобы знакомиться с ними? Да легко, например, старший брат со своими друзьями знакомил. А с мальчишками во дворе я вообще всю жизнь знакома и общаюсь. Так, ну с мальчиками и девочками разобрались. А вот что мне еще интересно, так это, есть ли в школе те самые большие перерывы, о которых я уже рассказывала. Sí,
сиеста в Испании – святое дело. И детский сад или школа – это не исключение. С 12 до 3 – обед. Каждый класс в свое время вот в этом промежутке приходит и обедает. Сегодня на обед у детей овощное пюре, картошка и мясные тефтели. Пить детям дают только воду. Правильно, жара? Что еще им пить? К слову о меню. На обед оно такое разнообразное, пожалуй, только у маленьких детей. Все остальные валенсийцы, как правило, обедают одним и тем же блюдом, которое здесь же изобрели. И это... Паэлья. 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 Паэлья – это мое любимое блюдо. И любимое блюдо всех, кого я знаю. Кроме шуток. Все вы, наверное, слышали про испанскую паэлью. Так вот, на самом деле паэлья – это блюдо валенсийское и никак иначе. Испанская паэлья – это вообще бессмысленное словосочетание. Абсурд какой-то. Паэлья бывает только в Валенсии. А у них там просто рис с чем попало. Мне понравилось, что испанская паэлья как выражение не имеет смысла. Это потрясающе. Так, а чем валенсийская паэлья отличается от испанской? Я так и не поняла. Изначально само слово «паэлья» – это слово на валенсийском языке. И это название сковородки, в которой это блюдо готовится. Вот она. Если вы все-таки не знаете, что же это за блюдо такое, я вам коротко объясню. Это такой местный плов. То есть рис с овощами и мясом или с морепродуктами. Это правда, что здесь паэлью едят на завтрак, обед и ужин, ночью встают и тоже ее едят? То есть паэлья, паэлья и паэлья у вас всегда? Нет, она очень сытная, поэтому ее никогда не подают на ужин. Это блюдо обеда и выходного дня. Вот эта сковородочка на сколько человек? На троих. На трес? Да. Да, ну, наверное, может быть, тут в Валенсии очень любят есть. Мне так кажется. С другой стороны, а где есть не любят? Кстати, пришло время и мне отведать эту звезду местной кухни. Слушай, ну, я не знаю насчет вкусноты, но красиво. Значит, это кролик, рис. Я тут смотрю еще какие-то бобы. Да, фасоль. Еще здесь есть курица. Вот это да. Так, а как ее есть? Прямо из сковородки? Именно. Дома все так и едят. Ага, вот прямо так, да? Чик-чик-чик. Горячо. Тут фасолька. Слушай, кстати, очень вкусно, ты знаешь? И вообще не жирная. Еще она альденте такая. Рис альденте очень вкусный. Средний чек в заведении Валенсии 20-25 евро. Учитывая, что зарплата, например, воспитателя в детском саду 1000 евро в месяц, это немало. Но местный народ цены никак не смущают. И домашней кухни они почти всегда предпочтут ресторан. Любой валенсиец 100% будет есть дома только в воскресенье, потому что это семейный день. Все остальные дни недели чаще всего распланированы под встречи в разных местах. Походы по заведениям – это отдельная статья расходов, которая планируется заранее. У большинства неделя выглядит примерно так. В понедельник я ужинаю в кафе с другом. Во вторник иду в ресторан на свидание. В среду в бар с подругами. И так далее. Важная черта в местном характере – не изменять своим традициям, особенно касательно еды. Если молодежь еще более открыта к новым блюдам, то старшее поколение часто за пределы Испании не выезжает, потому что за границей непонятно, чем кормят и в какое время. Собирая косметику для новой поездки, узнала о том, что, оказывается, мои любимые и Фраше празднуют в этом году
30 лет в России. Это первая косметическая марка, которая пришла в Россию и подарила женщинам косметическое разнообразие. Кстати, они же первыми в России ввели понятие «эко-сумка» и выпустили продукты в эко-формате. Словом, абсолютно заслуженно Ивраше – крупнейшая монобрендовая парфюмерно-косметическая сеть в России. А еще у них в честь юбилея очень много подарков и скидок. Если честно, то не только в Испании, но и в самой Валенсии так много разных достопримечательностей, что действительно можно никуда не ездить. Например, на экзотических рыб можно посмотреть в местном океанариуме, одном из крупнейших в Европе. А если хочешь, скажем, на Мадагаскар, это тоже, пожалуйста, просто загляни в зоопарк. У нас в зоопарке собрано много видов африканских животных, от лемуров до слонов. С нашим климатом они себя комфортно чувствуют. Главное за ними следить и правильно кормить. Подожди, а что это? Я смотрю, тут изюм, сухофрукты. Ой, так это, знаешь, это я покупаю такое в магазине. Да, я уже вижу, как мои собаки прям дерутся. А скажи мне, а вот они знают тебя, что вот ты их там хозяин, мама, то есть вот ты их знаешь, тоже различаешь, не знаю, по именам уже как-то? Есть у тебя любимчики? Я ветеринар, а ветеринаров они ненавидят. Ведь мы им ставим разные уколы и причиняем боль. Они ведь не понимают, что на самом деле это для их здоровья. То есть они вот так вот у вас вот просто вот ходят, да, вот среди людей, а у них есть клетки, на ночь они где-то же живут, наверное, в домике в каком-то? У нас здесь нет клеток. У них есть специальные зоны для сна. Это скорее оборудованные комнаты, но никак не клетки. Но они такие милые, ты знаешь, прямо такое ощущение, что их-то хочется прямо так потискать. Но это все обман. Знаешь, хорошенькую девушку тоже хочется потискать, она тебе раз и палец, а потом раз и руку. Ну, а потом вы сами знаете. Работать ветеринаром, да еще и с дикими животными, считается делом престижным. Однако самой хорошей работой здесь является должность на государственной службе. Причем любая должность. Вот даже к этим ребятам, которые убирают мусор, ты так просто на работу не устроишься, ведь это тоже госслужба. Устроиться даже уборщиком в коммунальную службу довольно сложно. Мест там всегда нет, а работа считается хорошей. Ведь для госслужащих есть соцпакет, множество льгот и надбавок. Кроме того, уволить человека оттуда практически нереально. Если хочешь попасть на хорошую должность на государственной службе, то надо иметь там какого-то друга начальника, а лучше родственника. Иначе возможностей очень мало. Как рассказали мне местные, народ действительно рад бы работать на государство, ведь там и зарплаты выше. Скажем, у чиновника среднего звена месячная зарплата 1500 евро. Мне такого заработка достичь практически нереально. А ведь я работаю страховым агентом. Кстати, с графиком Оскару тоже не повезло. Работает он в офисе, а значит, нет у него никаких вторых завтраков и массы перерывов. Ну, тут все как везде. От звонка до звонка. Само собой, без перерывов работают и больницы. Не может быть такого, что, например, женщина рожает, но надо подождать, потому что у врача сиеста. Большинство местных женщин предпочитает рожать в частных больницах, как это. Да, это стоит около 6000 евро, но зато у вас на родах будет присутствовать не только акушер, как в государственной больнице, но и врач. В остальном же условия примерно одинаковые. Разве что в частной больнице внимания и комфорта будет немного больше. А вот что объединяет все местные клиники, так это одна необычная традиция. Вот такая палата, в которую попадает женщина после родов, и тут она уже наслаждается. Но самое интересное, когда в Валенсии рождается девочка, медсестра говорит: мы вас поздравляем, мамочка, у вас девочка, прокалываем ушки или нет?
как правило, мамы говорят, прокалываем. Девочки сразу прокалывают ушки, как только она родилась, представляете? И уже с сережками говорит, мама, поздравляем, у вас девочка. Мне просто сказали, поздравляем, у вас девочка, у вас мальчик. Потом собаки пошли. Если роды прошли хорошо, то роженица остается в больнице на 2-3 дня. Если же, не дай бог, какие-то проблемы у нее или у ребенка, то у нас в клинике есть отделение детской реанимации. После родов родители получают декретные выплаты. Они здесь небольшие, от 100 до 300 евро в месяц. Это зависит от зарплаты. Но если родились близнецы, то государство поздравит семью одноразовой выплатой в 3000 евро. Вообще в декрете у нас сидеть не принято. Как правило, женщины выходят обратно на работу уже спустя 4 месяца после родов. Именно так поступила и моя знакомая Соня, жена и мама 2 девочек. Они всей семьей пригласили меня к себе в гости, и я, конечно же, не могла отказаться. Привет! Ой, Соня, hello. А тут сразу так у вас светло. Ну, показывай. Привет, проходи. Здесь сразу наша детская комната. Ой, слушай, ну у вас прям такая комната, знаешь, как в рекламных буклетах. Прям такая яркая. У вас 2 девчонки, да? Сколько им лет? 5 и 6 лет. Так, ты мне скажи, ты такая красивая ходишь всегда? Или это ты меня встречаешь? Конечно, я оделась для встречи. Надо же выглядеть красиво. Ну, вообще, да, вообще испанские женщины, они же вот очень любят и наряжаться, и быть красивыми. Вот они же такие все яркие, да? Вот вы же не пойдете вот так вот, да? Ну, не знаю, я была у вас в стране. Вот где девушки любят наряжаться. А у нас это еще так, слегка. И решила, а чем это я отличаюсь? И я буду красавицей. Ну, блин, красивые какие. Соня вместе с семьей переехала в эту квартиру всего 3 года назад и говорит, что им с ней очень повезло. Обычно в Валенсии квартиры очень маленькие, а у нас здесь 150 квадратных метров, так что живем мы как во дворце. Но мы очень долго искали такую. Ванна такая большая, да, у вас? Ага. Ой, да тут богатство туалетное, ты посмотри. Вау, знаешь, это такой женский мир. Ты мне, Соня, скажи, кто это складывает, ты или девочки сами? Это все девочки. Какие молодцы девчонки, а? Ох, сейчас я приеду домой. Ох, сейчас я устрою. А кто у вас вообще убирает в доме? У вас есть домработница или все сама делаешь? В основном муж все делает. Говорит, не иди пока, погуляй, а я приберусь. Я сейчас, видишь, как говорит, иди, говорит, погуляй, говорит, а я уберу квартиру, говорит муж. Ох, я чувствую, после вашей семьи я сейчас приеду домой, что я там устрою. Что я устрою там? Вы меня извините, но после такого я не могу не поговорить с таким мужем. Слушай, мне Соня сказала, что ты можешь ей сказать, что идите погуляйте, я все сам уберу. Это правда? То есть, признайся, тебя заставляют или ты сам это делаешь? Конечно же, я делаю это сам. Мне самое главное, что муж, прежде чем ответить, что он сам убирает, долго советовался с женой, как ему ответить правильно. Так, хорошо. А готовит у вас кто? Если это паэлья, то готовлю я. Ну, мне кажется, спрашивать, кто главный в семье, прямо вот нет смысла. А вот в Валенсии вот как принято, чтобы муж зарабатывал, а женщина занималась домом? Или все-таки вот большинство живут 50 на 50, свой бюджет как-то собирают на общую жизнь? Здесь все поровну. Всегда оба супруга работают. Так гораздо легче прокормить семью. Средняя зарплата в Валенсии немного выше 1000 евро. А чтобы нормально прожить всей семье месяц, надо 1500. Поэтому женщины, как правило, дома не сидят, а тоже идут работать.
А скажите, а с соседями у вас есть какие-то проблемы? Если вдруг кто-то будет шуметь, вы можете вызвать полицию или устроить скандал? Или все сидят и спокойно ждут, пока они там нашумятся? С соседями у нас прекрасные отношения. Здесь никто никому не мешает. Но вообще все стараются соблюдать законы. Ведь некоторые штрафы есть даже общие на весь дом. Существует закон, который запрещает выбрасывать в унитаз влажные салфетки и другой мусор, что может засорить канализацию. А если такое все-таки произошло, то штраф будет равномерно распределен между жильцами всего дома. Это от 750 до 3000 евро. Что касается остальных бытовых штрафов, то они, конечно, ниже. Например, за парковку здесь придется отдать несколько десятков евро, поэтому лучше за нее заплатить. Это от 1 до 4 евро в час. Но если уж речь зашла о парковке, то тут забавно другое. Я слышала выражение «паркуются как шпроты в банке», но никогда не знала, что это. И, наконец, в Валенсии я это увидела. У нас это абсолютно нормально. Если твоей машине немножко не хватает места, то можно аккуратно растолкать соседние и втиснуться. В общем, паркуются здесь примерно так же, как наш народ находит себе место в столичном метро в час пик. Нагло, но без фанатизма. Что поделаешь, места в Валенсии мало, особенно в старой части города. Кстати, возможно, именно поэтому здесь зародился знаменитый на весь мир фестиваль. Раньше, перед наступлением весны, валенсийцы выносили на улицу весь хлам, что насобирался за год, и сжигали его дотла, чтобы освободить место в доме. Конечно, так давно никто не делает, но традиция осталась и превратилась в фестиваль, который называется «Фальяс». Каждый год весной на улице города выкатывают сотни разных скульптур только для того, чтобы потом сжечь. Вот такая традиция. На одном фестивале сгорает около 10 тысяч фигур. Но только он заканчивается, мы приступаем к работе и готовимся к следующему. На создание одной скульптуры у меня уходит около 10 месяцев. Но мне совсем не жалко, что ее сожгут. Ведь выглядит это, очень красиво. Надо сказать, что жарко в Валенсии не только во время фестиваля, а и фактически все остальное время. Но горячее солнце юга Испании влечет за собой и негативные последствия. Оказывается, в такой среде очень распространенной проблемой является педикулез. Вши в основном распространяются в школах. И несмотря на то, что у моих детей их ни разу не было, в целом такая проблема имеет место быть, и очень многие родители с ней сталкиваются постоянно. А для решения такой проблемы без радикальных мер, я имею в виду стрижку на лысо, здесь есть даже специальные кабинеты, где детям чистят волосы. Так, Инна, скажи мне, к тебе приходят дети, да, именно вот с этой проблемой? В основном, да. Но бывает, и родители заражаются. Так, хорошо. И что ты делаешь? У тебя какие-то инструменты есть? Первым делом надо пройтись пылесосом. То есть, клянусь вам, видела разные пылесосы, но пылесосы для удаления вшей никогда. Прям интересно. Слушай, развлечение какое-то. И что, ты где-то училась для того, чтобы удалять вшей? Или это как-то у тебя зов сердца? Ничего специального. А я работала в другом таком центре. Там и научили. Ой, слушай, так это интересная профессия, я тебе хочу сказать. И они вот так вот... Ребята, никогда не думала, что удалять вшей это может доставлять такое удовольствие. Не побоюсь этого слова. Классно. Почесала. А приятно тебе? Да. Стоит один такой сеанс минимум 50 евро. Все зависит от сложности, а сложность зависит от длины и структуры волос клиента. Хочешь попробовать? Давай. А чё?
класс. Ой! Ну так чик-чик-чик, чик. Отдай волосы. Ну все, теперь надо обработать, а потом то, что осталось, вычесать вручную и перепроверить под лупой. Под увеличительное стекло. Слушай, это, короче говоря, ребят, это, так сказать, целая наука. А вы говорите... Вот каждый раз думаю, что нет уже такой профессии, которая может меня удивить. А потом кто-то кому-то пылесосит голову, и я опять удивляюсь. Ну, я так понимаю, что если открыть специальный кабинет даже, то значит, все-таки клиентов у тебя хватает. Конечно, у меня от 6 до 8 клиентов в день. На каждого трачу примерно час. Ой, меня сложно удивить, но тут это получилось. Не море, знаешь, не морепродукты, ничего, а пылесос. Вот вам и особенности местной погоды. Видите, несмотря на то, что наши люди часто мечтают жить в вечно теплом климате, у него есть свои минусы. Валенсийцам постоянно надо придумывать, как спасаться от жары. И здесь желательно не просто сбежать в прохладное место, но и найти что-то вкусное, чем можно освежиться. В каждой стране есть свои знаменитые блюда, есть свои освежающие напитки. Вот здесь, в Валенсии, очень гордятся своим напитком орчата. Что это такое, вообще не знаю. Идем посмотрим, попробуем. Говорят, вкусно. Этот напиток можно сравнить, наверное, с квасом. В том смысле, что продается он только здесь, его можно купить просто на улице, на разлив, а пьют его в основном только местные. А вот что касается рецепта, то тут с квасом ничего общего. Нравится? Боно. Вкусно? Буонissimo. Салют. Конечно. Ты знаешь, мне многие говорили, сейчас приедешь, попробуешь, гадость. Редко иностранцы не очень любят, а мне очень вкусно. Он такой сладенький. А из чего он сделан? Основной ингредиент – это орех, мы его называем чуфа. Ну и еще сахар. Прям, понимаете, ореховый напиток. Ну, прям очень вкусный. Орчата не только вкусный, но еще очень полезный напиток. В нем есть и кальций, и магний, и витамин А. А стоит всего 1 евро за литр. И ты мне скажи, то есть тут покупают именно местные жители больше, чем туристы? Конечно, местные его знают и пьют больше, но туристам говорят, что если не попробовать орчату, то, считай, не был в Валенсии. Ну вот я приехала в Валенсию, выпила орчату, так сказать, и все завертелось. Магний, кальций, витамин А. Прямо чувствую прилив сил. Да, прямо так. Уху! А оператор хиленький такой. Ну, сейчас тебе тоже нальем. До конца выпуска еще далеко, а историй про еду и напитки уже было столько, сколько риса в плове. И удивительно, что при таком питании местные практически без лишних килограммов. Как же у них получается столько есть, но при этом оставаться худыми и стройными? Честно говоря, точного ответа я не знаю, но, наверное, это спорт. Каждый валенсиец занимается какой-то активностью. Кто-то бегает, кто-то плавает, а кто-то в пилоту играет. Когда мы говорим про Испанию, она сразу ассоциируется с футболом, правда? Но есть в Испании еще один вид спорта, про который вы, так же, как и я, очевидно, никогда не слышали. Ну, я точно никогда не слышала. Валенсийская пилота – это вид спорта, в который у нас играют, если не больше людей, чем в футбол, то точно столько же. В нашем небольшом регионе существует несколько лиг и больше 3000 клубов по пилоте. Чтобы сильно не углубляться в детали, просто скажу, что правила пилоты отдаленно напоминают большой теннис, только играют здесь не ракетками. Пилота у нас настолько популярна, что ее даже преподают в школах. А профессиональные игроки имеют контракты с зарплатой от 20 до 70 тысяч евро в год. Это не футбол, конечно, но на эти деньги жить можно вполне достойно.
По словам местных, пока ты играешь на высоком уровне на пилоте, можно нормально зарабатывать. Но вряд ли тебе хватит накоплений, чтобы жить на них после окончания карьеры. Поэтому многие молодые спортсмены параллельно со спортом идут учиться в университеты. Тем более поступить в вуз в Испании не так сложно. В университет у нас берут согласно школьным оценкам. А за обучение в государственных вузах надо платить взносы, а это от 800 евро до 1000 за 1 год. Самый крупный университет Валенсии – политехнический. Но удивил он меня не столько своей системой обучения, сколько необычным расположением. Я знаю, что есть такое понятие «студенческий городок». Думаю, и вы это знаете. Студенческий район, корпус. А здесь, в Валенсии, есть студенческая улица. И все это университет. Представляете? Вот это да. Да-да, университет занимает целую улицу, которая проходит через город. Все корпуса, административные здания, общежития – все университетское расположено здесь, вдоль одной единственной улицы. А вообще, если коснуться темы архитектуры, то можно заметить, что валенсийцы в принципе те еще выдумщики. Пожалуй, самым крупным городским проектом для нас был перенос русла реки Турия. Это река, которая протекала через город, но она часто выходила из берегов и подтапливала жилые районы, что приносило большие проблемы. Поэтому городские власти решили, что пора бы ей течь немного в другую сторону. Перенос начался еще в конце 80-х и длится до сих пор. На данный момент около 10 километров бывшего русла реки превратили в прекрасный парк. Старое русло теперь выглядит словно зеленая река, что течет через Валенсию. Это парк, можно сказать, любимое место досуга для горожан. Тут огромное количество разных дорожек, площадок, уютных лавочек и тротуаров. А заканчивается это чудо ландшафтного дизайна чудом архитектурным. Чтобы привлечь туристов, городские власти восстанавливают старые исторические здания. В Валенсии пошли дальше. Рядом с историческими зданиями они построили здания будущего. Это место называется «Город науки и искусств». А в этих причудливых зданиях можно не только снимать фантастические фильмы, но и посмотреть кино, сходить в театр или посетить планетарий. Такой себе культурно-развлекательный центр. Часть этих зданий задумана так, что они могут трансформироваться под разные задачи. Например, там, где сегодня прошла большая конференция, завтра можно провести соревнования по теннису. Когда это место только строили, у многих горожан было неоднозначное мнение на его счет. Но сейчас все с удовольствием проводят там время. Кроме того, это привлекает туристов, а значит, и приносит деньги в казну города. Удивительно, но городские власти Валенсии действительно заботятся о досуге местного народа. Помимо того же города науки и искусств, зоопарков, парков и океанариума, куда ходят в основном молодежь и туристы, они побеспокоились о самых возрастных местных жителях. В каждом районе Валенсии есть детский сад, школа и такой вот центр для пенсионеров, куда они могут прийти, выпить кофе, поболтать, поиграть в карты, в домино. В общем, развлекаловка, так сказать. Красота! В такие центры каждый пенсионер может прийти в любое время и найти занятия по душе. Хоть заняться рукоделием, хоть играть в домино, а хоть и в карты на деньги. Так, ну что, какие ставки у нас сегодня? Минимальная 2 цента. А почему здесь только мужчины? Почему нет тут женщин? Они еще дома сидят. Уберутся, наготовят, постирают, потом к вечеру придут. Я поняла. То есть у каждого свое время. А хорошо жить на пенсии вообще в Валенсии или нет? Что ж плохого?
Сидишь себе в карты играешь, а деньги раз в месяц просто так капают. Ой, конечно, прекрасно. Слушай, вообще не работать, получать деньги. А мне нравится, друг у вас такой серьезный мужчина, говорит, не отвлекайся, говорит, мы играем. Ладно, ребят, знаете что, я не буду вас отвлекать тогда. Пойду поищу кого-то посвободнее. На пенсию у нас выходит в 65. Но если ты отработал 40 лет, то можешь пойти и раньше. Выплаты от 400 до 2500 евро в месяц. Это зависит от зарплаты, которую ты получал раньше. Погуляв еще немного по пенсионному центру, я познакомилась с Фернандо, который оказался ничем не занят и с удовольствием согласился поболтать. А сколько вам лет? 77. А скажи мне, Фернандо, вообще как живется вот на пенсии здесь, в Валенсии? Вам хватает выплат пенсионных? Хватает вполне. Тем более проезд у нас бесплатный, медикаменты тоже. Есть вот такие центры, здесь тоже все бесплатное. Так что деньги особо и тратить некуда. Скажите, вы вспоминаете свою молодость? Вот Валенсия сильно изменилась со времен вашей молодости? Изменилось, но в лучшую сторону. Город стал красивее и богаче, а люди стали больше для него стараться. Я знаю, вам, туристам, со стороны, наверное, кажется, что мы здесь не работаем. Постоянно то сиеста, то обед. Но на самом деле народ здесь трудится с раннего утра и до глубокой ночи. Посмотри на город, на то, как он выглядит, и ты поймешь, что ленивые люди никогда бы не создали такую красоту. А что должны знать молодые про пенсию? Вот что важно? Я не знаю, там, следить за своим здоровьем, семья, работа, деньги. Важно понимать, что надо заботиться о пожилых людях. Ведь придет время, и они тоже станут точно такими же и получат ровно то же самое. Поэтому, дорогие друзья, все, кто еще не на пенсионном возрасте, не дошел до него, так сказать, помните, что все мы будем пенсионерами. И все мы будем хотеть одного и того же. Внимания, здоровья, любви. Я, наверное, чашечки кофе, правильно? Так что идем к старости весело и уверенно. И пусть для пожилых людей здесь на очень многие вещи существуют скидки и льготы, есть кое-что, за что приходится платить полную стоимость. Валенсиец каждый месяц должен делать определенные выплаты. И налоги, и коммунальные, и заплатить за садики и за школу. Ну, вы же сами понимаете. А также он должен каждый месяц делать выплаты на свои будущие похороны. Еще при жизни. Ну так, все продумывают заранее. Обычно место на кладбище стоит от 700 до 1500 евро. Но зачастую все местные пользуются накопительной программой. То есть раз в месяц отчисляют 20 евро на будущие похороны. Многие берут сразу пакет на семью, ведь это со скидкой всего 35 евро на троих. Как правило, люди думают об этом заранее для того, чтобы за усопшего не пришлось платить детям. Можно подумать, что жизнь в Валенсии плывет по течению. Никто не пытается напрягаться и думает только о том, как бы вкусно поесть. Не слишком-то переживает о графиках и с нетерпением ждет сиесты. Каждый день просто отдыхает, довольствуясь тем, что есть. И вроде бы никто даже не пытается это течение изменить. Хотя на самом деле это впечатление обманчиво. Ведь если местные действительно чего-то захотят, они не просто изменят течение, они повернут всю реку.
стороны может показаться, что валенсийцы только едят, спят и отдыхают. Но на самом деле, как только заканчивается перерыв, они сразу полностью отдаются работе. Иначе, ну как бы они создали в своем городе так много прекрасного? Взять хотя бы... Самую вкусную паэлью. Самый большой океанариум, Паэлью с кроликом. самый красивый парк, И паэлью. Прекрасный стадион. потрясающую паэлью Чистейшие пляжи. и невероятную паэлью. Уникальную архитектуру. И, конечно же, лучшую паэлью в мире. Каждый валенсиец скажет, что свою жизнь нужно прожить так, чтобы в первую очередь она нравилась тебе самому. Иначе ты будешь несчастным от того, что постоянно равняешься на жизнь других.